Друзья, всем салют, я снова рад вас приветствовать. Вы поймете, почему мы смеемся, тут силикон, он дает свои последствия. Перезаписываем уже очередной раз. В общем, сейчас вот поймал Диму, у которого огромнейший опыт в обслуживании аквариумов. Естественно, через его руки прошло большое количество фильтров внешних. И я знаю, что у многих проблема, не знаю, какой фирмы подобрать себе фильтр для нужного объема. И я решил вот сейчас Диме задать вопросы, поструктурировать их по объему для травников, для цихлидников. И чтобы он рассказал, для какого объема лучше какой брать внешник, а какой не стоит, потому что это выкинутые деньги. Так как мы уже немножко этой темы касались в другом видео, сегодня мы коснемся ее подробнее. Так что по традиции чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее. Думаю, что это не быстро все закончится. Это будет долгое видео, так что пельмешки вам пригодятся тоже. Первое, коснемся фильтров для травника. Какой посоветуешь до 50 литров внешних? Конечно же, это самый лучший фильтр. Это Fluval 107 до 50 литров. Прекраснейший фильтр. Убрать сразу оттуда антифосфатную мочалку. Можете положить, если аквариум у вас уже старый. Если новый аквариум, убираем ее, она ни к чему. И засыпаем на это место побольше керамики. Какой не порекомендуешь? В нынешних условиях те фильтра, которые нельзя советовать вообще, фильтра Джеба. Но их давно на рынке нету. И очень хорошо. Да, и очень, слава богу, так скажем, качеством немножко ниже фильтра, это Sansan. Таких фильтров на 50 литров просто нету. У них самый маленький, насколько вот я знаю, фильтр, это 200 или 307, 1200 литров в час. То есть, куда 50-литровый аквариум, то есть там вообще-то будет непонятно что. То есть не могу сказать, потому что таких фильтров просто, кроме флювала, фильтров вообще нет. С альтернативы тетра там сразу идет дальше, то есть это 600 литров в час. Это EX 600+, то есть это 600 литров в час, у них нету там, как у флювала, градация. Флювала это самые классные фильтра, у флювала идет градация. 107, 207, 307, 407, FX6, то есть это там тоники и так далее. Фильтра для аквариумов в зависимости от вашего кошелька. Мои любимые фильтра это фильтра Тетра. 100 умноженное на 3 это 300 литров в час. 100 умноженное на 5 это 500 литров в час. Вот приблизительно и подбираем 207 флювал. Его производительность, я думаю, что где-то там 400 литров в час средняя. То есть идеальный фильтр для травника на 100 литров. Какой не посоветуешь? Обратно же таких мелких фильтров просто у альтернативы нету. Значит, 200 умноженное на 5000, естественно, 307. Также хочу сказать о неплохом фильтре, пусть меня зрители исправят. 307 Sansan или 302, по-моему, там 302, 303. Вот он тоже там в районе 1000 идет. Заявлено якобы там 1200. Если его подзабить керамикой, выкинуть оттуда все мочалки, просто забить керамикой, как альтернатива тоже можно использовать этот фильтр. То есть, я всегда за флювал. Флювал 307 идеально для аквариумов до 200 литров. А тетра? Вот и включается тетра EX600+. Обратно же, в тетре очень замудренные все эти мочалочки, все эти угольки там и так далее. Если мы берем, к примеру, Sansan, там куча вот этих мочалок, которые собирают органику, и органика будет фонить, и вообще это будет вызывать рост. Все знают, что вызывает органика рост. Если в Сансане этих мочалки 3, то в тетре одна. Сразу выкидываем, оставляем мочалки снизу на входе, забиваем полностью керамикой, пользуйтесь. Какой не посоветуешь фильтр для этого дела? Не посоветую, тут Sansan советовал, флювал советовал, тетра тоже хорошие фильтра, не знаю, обратно же Джеба. Ой, не дай бог какой.
Ну, акварель на рынке нету, ну, где мы его возьмем? Ну, Ну, как бы... сейчас нету. Да. Ну, может, это у нас нету, а в других регионах есть, Да. даже в других странах. Ну, но люди акварель, не вот знают. это ненавистный фильтр вообще, ужас. Обходите стороной. Да, обходите стороной. Понимаете, вот зрители, как? Берем вот дорогой сегмент, классный. Берем сегмент там подешевле, тот же Sansan. Немножечко переигрываем, хорошо. Но зачем еще что-то искать хуже? По-моему, Sansan доступные цены, и он значительно дешевле Флювала. Наверное, там в 2 раза точно, в 2-2,5 раза дешевле Флювала. Зачем там что-то придумывать, исследовать? Я уверен, что 100% где-то в других областях Украины есть те предприниматели, которые там завезли 10 контейнеров с Одессы, каких-то фильтров, там даже для нас неизвестных. Зачем испытывать судьбу, когда уже все доказано? Все доказано, все испробовано и есть практика. Берем, пользуемся и радуемся ростом растений и гидробионтов наших. Просто тут человек может подумать так, ага, Сансан, он-то китаец, а акварель, он-то кто, поляк или немец? Поляк, да. Поляк, да, он такой, ну Да. зачем я возьму китайца, если я могу взять поляка? Но тут его ждет-то подвох с внешним фильтром, именно акварелем. Да. Вот для того, чтобы не попались, вот поэтому и записываем видео. Да. До 500 литров. 500 умноженное на 5, 5,5, 2,5 тонны. Вот. Естественно, это значит, либо, понимаете, ситуация как? На аквариум с живыми растениями идет такая градация. 3-5 литров в час. Мы берем, к примеру, 500 умножаем на 3, это 1500 литров в час. 1500 литров в час, это 1300 литров в час качает 407 флювал. Ну, маловато. Берем FX6 флювал, он качает 2200 литров в час. Получается практически то, что нам надо. Флювал FX6 для банки с травником, для растений самый-самый-самый подходящий. Какой не посоветуешь фильтр? Тут дело в том, что в Сансане есть тоже 703 по мощности тот фильтр, который приблизительно идет к флювалу, там, по-моему, 1800 литров в час. Я его советую, неплохой фильтр. Тоже выкидываем мочалки вот эти с синтепона, загружаем керамикой, работает хорошо. Какой можно не посоветовать фильтр здесь, сложно сказать. Может, какой-то тебе фильтр подводил? Вот я не касался в 50, 200, 200 литров, 300 литров и 500 литров, не касался линейки Атман. Вот я хочу сказать, все-таки, вот, наверное, его я не посоветую. Почему? Вот. Довольно-таки сложно найти на него запчасти. Второе, постоянно текут краны. Ну вот у меня, где стоят Атманы на объектах, вот постоянно какие-то проблемы с органикой. У меня создается такое впечатление, ну, все мы знаем, что скорость прохождения воды через субстракт задается мотором и не просто так взята с потолка, а изучена в 80-е и 90-е годы учеными, ихтиологами, и все аквариумное оборудование, мощности моторов, все лежит в основе как бы этого движения воды, чтобы не создавались никакие анаэробные зоны, где нету кислорода, где погибает нитрофицирующая, аммонифицирующая бактерия. Так вот, Атман, вот мне так кажется, что именно тот фильтр, который все неправильно просчитано. Вот все неправильно, ну не нравятся они мне. Вот эти, получается, сеточки между каждым отделом, эти мочалки, они, ну, малоэффективны, тоже обратно же засыпаем керамикой. Ну, не работает он. Вот, как вот если брать с флювалом сравнивать, ну, совершенный антагонист. Не знаю, как кто, у кого, как, что, какие фильтра стоят, но вот пусть напишут в комментариях владельцы флювалов Атман. Везде на объектах стоят либо тетра, либо флювал. На худой конец Сансан. Там единичные объекты, там где стоят флювалы, это Атманы.
2 FX6. А как по-другому? 2 FX6, конечно. Вот. Полностью забиваем его керамикой, убираем все эти мочалочки, максимально забиваем керамикой. У меня даже вот был клиент, он, значит, на травник, он брал круглые вот эти части с-под фильтра. Он брал, значит, ложил там сеточку, ложил керамику, все ставил, и все оно там как бы работало, у него прекрасно все росло. Единственное, минус во флювалах FX6 именно для травника, именно его сопла. Надо что-то колхозить с выходом воды, чтобы оно более плавно выходило. Либо снимать на самом рассеивателе, оно легко очень снимается, вот эти части, которые дают движение, сильное движение воды. Либо снимать, потому что там креветку все это будут сдувать, как, не знаю, пушечная. Неон там будет грести, я не знаю, там и умрет от этого. Я обычно снимаю все, и нету такой сильной турбулентности. То есть он плавно выбрасывает воду, все остаются довольными. И гидробионты, и аквариумисты, и клиенты. Только флювалы посоветуешь, тетры, как-нибудь еще атманы. Ну я вот, дело в том, что тетры есть тоже мощная серия 2400, если мне память не изменяет, но я ее уже много лет не вижу. Атмана не советую, потому что у меня был атман на цихледнике, 2400 литров в час, закос под флювал, под тетру, скорее всего, закос вот этот, тетра как идет, 600, 200, 2400. И, значит, аналогичный атман. Постоял полгода, заклинил ротор. Купили крышку на него, постоял полгода, не помню, что там случилось. В итоге поставили FX6 флювал, работает, все прекрасно, люди рады, вода чистая, рыбы здоровые. Я считаю, в этом экономить не надо. Флювал — это фильтр, именно, вот поймите, фильтр самый лучший. Теперь коснемся фильтров для цихлинников. Для аквариумов до 50 литров. Какой посоветуешь? Ну, во-первых, я не знаю, что это за цихлидник до 50 литров. Это какие-то там лампрологусы должны жить, и станиганики, там 2 штуки. Малышня. Да, я не вижу, кроме флювала, ничего просто. Именно из внешника, кроме флювала, я не вижу просто на рынке ничего абсолютно. Флювал 107. До 100 литров, значит, расчет протока воды на аквариумы с цихлидами начинается с 5 литров в час. С 5 заканчивается 10 литров в час. 10 100 это 1000 литров. Вот уже можно ставить. 407, то есть он там 1200-1300 литров выдает. То есть можно смело уже ставить. Также советую, он все-таки меньше выдает. Это Sansan. Вот я никак не могу эту маркировку, там 302, 303, он как флювал. Вот, тоже 302. Вот сразу вычеркиваем вот эту всю градацию. 2, 3 флювал. Все это убираем сразу. Для цихлид объему фильтрации не помешает. То есть, ну и как? Фильтра для цихлид. С цихлидами растут максимум роголистник, там перистолистник, что-то такое вот. Там, ну, максимум анубиас как растет и гниет. Обязательно нужен активированный уголь. То есть это без вариантов. И засыпка в цихлидниках для флювалов отличается. Но если мы берем первый флювал 107 до 50 литров, обязательно там должен контейнер с керамикой, обязательно должен контейнер с активированным углем. Если мы берем флювал, к примеру, сразу 407, обязательно 2 контейнера с керамикой, 2 контейнера с углем. По-другому цихлида не будет себя комфортно чувствовать, будут скачки органики, нитрата, вот, рыба будет болеть, вот, и надо следить за этим всем при помощи анализов, ну и так далее. Что касается фильтра тетры,
для этого объема? Да, без проблем. Ну, тетра мне не нравится чем, например, вот та же тетра 1200 EX+, вот, 1200 литров в час, тем, что само ведро является наполнителем для субстракта. То есть, если во флювале наполнителем для субстракта являются более узкие ячеечки, а мочалка стоит горизонтально, вертикально точнее, то в тетре идут мочалочка, засыпочка, мочалочка, засыпочка, мочалочка. И вот если мы положим в мешках активированный уголь, что? Ну, вода будет идти мимо этого угля. То есть вода идет всегда по самому простому пути. Если вы купите хагеновский уголь, где-то вы возьмете мелкий, вы его туда в мешочки положите, и все, на этом как бы он работу свою закончит. Тут туда вода не будет проходить. Его надо высыпать. Вот этим и немножко тетровские фильтра уступают флювалу. Флювал фирма Hagen настолько качественно, одуренно продумала свои фильтра, ну просто не придерешься. 200 на 5 1000, 200 на 10 2000, обратно же 407 флювал. Тут для цихлиды мало объема, проточность не бывает. И вот люди там, ну, покупают, к примеру, купил он там в магазине, ему сказали там, ага, значит на 200 литров нужно 207 флювал. Вот он купил, и потом он подстраивает количество рыб, значит я посажу туда 5 рыб, а охота же еще посадить, и еще посадить, да. И все. И мы остановились. Да поставь ты. Не эконом, Потрать, не эконом, да, потрать 2000 гривен, да, и сади и спецъелов, и зебру, и мультиколора, василька, выращиваю качественного маловийца, он размножаться будет. То есть маловийца чем больше в аквариуме, тем он как бы активнее занимает территорию, активнее между собой общается. Эта рыба становится интереснее, чем больше посадка этой рыбы. Поэтому советую, вот естественно, второй по позиции идет это EX 1200+. Ну вот я думаю, что 302 уже будет слабоватый. Сансан уже будет слабоватый для 200-литрового аквариума. Берем, к примеру, 400 литров. 4 умноженное на 10, 4000 литров. 4 умноженное на 5, 4 на 5, 2000 литров. От 2 до 4000 литров нам выдает по паспорту FX6 флювал. 2200 литров он выдает, если мне память не изменяет. Прекраснейший фильтр. Мочалочки не выкидываем, ложим мочалку, ложим керамику. Ложим мочалку, ложим активированный уголь. Там 3 отсека получается. Прекрасно фильтр работает. Вообще вопросов нету. Значит, другие фильтра, ну, к примеру, 2400 EX я не видел вообще на рынке сейчас. Вот на данный момент не знаю, если кто найдет. Ну вот еще может все-таки 203 Сансан. Вот как альтернатива все-таки. Ну, вы поймите, у него мотор вот есть заявлено, но все-таки он слабее. Со временем, значит, вся производительность очень сильно падает из-за износа двигателя. А это время может быть полгода и 3 месяца. То есть его вот напичкаешь туда углем, он вообще не тянет. Флювал есть флювал, это самый лучший фильтр. Какой тут? Три флювала. Нет, ну почему 3 флювала? Смотри, 3 трижды 5, 5000 литров в час, да, 2 флювала, 2 как минимум флювала. Вот у меня на двухтоннике стоит 2 флювала и еще 4 атмана по 1800 литров в час, как механические фильтра. Вода кристальная, рыба растет, размножается, там просто своя экосистема. Никто уже не знает, где кто перемешался, да, там я таких и цихлит уже и не видел.
никогда. То есть по каталогам там какие зебра перемешиваются со спецъелов, перемешиваются с пиндани. Вот, и там, в общем, это выловить их невозможно. Ну, флювал, ну, все. А как ты относишься к сампам? О, ну это отдельная тема. Отлично, конечно, это потрясающий вид механической фильтрации. Но тут стоит попотеть. И расскажем мы в другом видео, да? Да, расскажем мы в другом видео про сампы. Очень много мнений по этому поводу. Естественно, чем сам больше, тем он продуктивней. Я думаю так. Самп правильно сделанный и напичканный кучей керамики, биоволокна. В интернете куча информации по этому поводу. Каждый аквариумист имеет свою практику. Можно подчеркнуть из разных видео. Мне кажется, даже эффективнее, чем FX6 флювал. Более стабильная биология будет. Потому что, ну представьте, то ли это ведро 20 литров, 2 ведра 20 литров с биологически активными элементами, то ли это такой же аквариум, ну может там на 20% меньше, чем ваш аквариум, и с биологически активными элементами. Вот, ну тут вопрос цены. Так, ну а теперь давай сейчас устроим рейтинг фильтров. Что бы ты поставил на первое место, исходя из своего опыта, который фильтр работает безотказно, ни разу тебя не подводил и точно выполняет свои функции? Ну, конечно, лидер это флювал. Меньше всего ломается, все запчасти есть. Дело в том, что у нас в Харькове, что касаемо магазинов, существует два дистрибьютора, которые возят запчасти. Это флювал и тетра. Второй это фильтр тетра. Третий это фильтр Sansan. Моя градация качества фильтров строится на том принципе качество воды, отсутствие токсических веществ в воде, доступность запчастей, ну и сама работа фильтра, продолжительность, насколько он там ломается, не ломается. Это все-таки флювал, тетра, Sansan. Вот видите, ребята, теперь остается узнать, сколько Диме заплатил флювал за рекламу, сколько за... Ну, сразу понимаем, флювал больше всех дал, тетра дала меньше, Sansan еще дал меньше. Поэтому он их так и расположил. Но это, конечно же, шутка, ребята. Это все не реклама, это просто как есть. Вот Дима поделился своим опытом с вами. Поэтому мы будем завершать. Вы там пальчики вверх, вопросики. Там, если есть, напишите. Но мы постараемся записать еще очередное видео и ответить на ваши вопросы. Ну все, до новых встреч. Пока-пока. Друзья, всем советы. Всем советы. Ну, что заговаривать. Силикон дает о себе знать.